Я никогда не вел дневниковых записей и никогда не мог похвастаться блестящей памятью. Но я прожил долгую жизнь, богатую если не событиями, то впечатлениями, и многие из них, по своей резкости, сохранились в моем сознании. Часть этих впечатлений я попытаюсь передать в своих записках. Для меня вся жизнь моя отчетливо делится на 3 отрезка: в Константиновке, в Киеве и в Москве. Родился я в Киеве. Большая часть детства, до 10 лет, с 1894 по 1905 годы, прошла в Донбассе, в Константиновке, где мой отец Фердинанд Генрих Вильгельмович Асмус служил в конторе бельгийского акционерного общества Донецких стекольных, бутылочных и химических заводов. Годы моего учения сначала в Екатерининском реальном училище в Киеве, позже в Киевском университете, а также первые годы самостоятельной работы прошли в Киеве. С осени 1927 года я живу в Москве. Здесь я долгие годы работал как профессор Московского государственного университета, как научный работник в области философии и как литератор, литературовед. Здесь же я написал большинство своих работ. По отцу я из немцев. Мать моя русская, Пелагея Игнатьевна Тищенко. Прадед мой пришел пешком в Россию из Вертемберга в Петербург и записался здесь в цех кондитеров. У дедушки моего, после того как он женился на Вильгельмине Керхгейм, появилась своя кондитерская, в свое время небезызвестная в Питере. Дедушка мой вскоре стал вдовцом, разорился и переехал с детьми в Киев. В числе этих детей был и мой отец, родившийся в Петербурге. После разорения деда отец мой должен был по бедности выйти из средних классов гимназии и рано начал трудовую жизнь. Он переменил несколько мест, и последним из них была служба в винном магазине «Депре». Служба эта тяготила его. Как-то томясь в винном магазине, он получил от зашедшего туда приятеля известие, что в Донбассе построены бельгийским акционерным обществом стекольные, бутылочные и химические заводы, и что в их контору приглашаются служащие, счетоводы, бухгалтеры, специалисты по ведению коммерческой переписки и прочее. Материальные условия были по тем временам очень хорошие. Отец навел справки, и вскоре ему удалось добиться зачисления в контору константиновских заводов с окладом 100 рублей, не считая бесплатной заводской квартиры. Весной 1900 года мы переселились из Киева в Константиновку. В то время семья моя состояла из 4 человек. Мои родители, я и мой младший брат Коля, годом моложе меня. С нами поехала помогать устраиваться в новом месте бабушка, мать моей мамы. Ее звали Ефросиния Петровна Тищенко. До 1861 года она была крепостная крестьянка, принадлежала каким-то помещикам, жившим в Полтавской губернии. Бабушка моя не умела ни читать, ни писать. Она была женщина ума живого и впечатлительного, нрава строгого и взыскательного. Память у нее была превосходная. По выходе замуж она переехала к мужу в Киев, но вскоре там овдовела. В дальнейшем она проживала поочередно у своих замужних дочерей, у моей мамы и у ее сестры Марфы Игнатьевны, в замужестве Череповской, о которой пойдет речь ниже. Отец мой был принят в контору стекольного завода, но на первое время нам отвели жилье в небольшом на 2 квартиры каменном домике, не при стекольном, а при бутылочном заводе. Домик этот находился на ровной, как стрела, улице, состоявшей сплошь из совершенно одинаковых домов, отделенных друг от друга одним и тем же расстоянием. При каждом доме был огород, растительности никакой. Улица доходила до реки, над которой нависал высокий обрыв. Река эта называлась Кривой Торец. Течение ее было перпендикулярно той улице, на которой мы жили. Бережок ее, со стороны бутылочного завода, был возвышенный, противоположный низменный. На низменном берегу тянулись огороды болгарских поселенцев. Там же высилось орошавшее эти огороды сооружение, конструкция которого была известна уже древним египтянам. Над рекой рядом с берегом стояло вертикально установленное огромное колесо, а по его окружности были прикреплены ведра. Колесо вращалось вокруг собственной втулки при помощи ворота, который приводился в движение лошадью, ходившей вокруг небольшой площадки. При вращении колеса ведра, опускавшиеся и проходившие внизу, черпали из реки воду,
а поднимаясь вверх, опрокидывали ее над желобом, по которому вода текла далее на огороды. Лошадь погонял по кругу хлопец, изредка прикрикивавший на свою клячу, чтобы она не прекращала движения, и хлопавший при этом бичом. Я как зачарованный смотрел на эту растительную технику, которая казалась мне величественной и необыкновенно занимательной. Справа от реки и от улицы, на которой мы жили, тянулась громадная, обнесенная темным забором территория бутылочного завода. В летние дни в тени длинного-предлинного забора там и сям сидели группами подростки-рабочие, проходившие сюда поговорить или поиграть в карты. По одну сторону завода был поселок жилых домиков, где мы жили, по другую проходила двухколейная магистраль железной дороги. Она пересекала с запада на восток Донбасс и направлялась на Ростов и на Северный Кавказ. В одну сторону она вела к станции Дружковка, в другую – к Константиновке, от которой заводы отстояли в 3-4 верстах. По обеим сторонам дороги вились тропинки, а за ними высились, через правильные интервалы, посадки, защищавшие дорогу зимой от снежных заносов. Когда мы приехали на заводы, мне было 5 лет, и самые сильные мои впечатления оказались впечатления от природы, а не людей, с которыми у меня в то время было мало общения. Мы приехали в Константиновку, когда она только начинала строиться, и жила в сущности на самом краю степи. Весной степь поражала острыми терпкими запахами жестких степных трав и радовала глаз яркими лиловыми, белыми и желтыми цветами. Вверху заливались жаворонки. Это была та самая степь Донбасса, которую изобразил Чехов в гениальном своем рассказе «Степь». В полях было много сусликов. Некоторые вырывали свои норки на тропинках вдоль железной дороги. Они сидели у входа в норки и пронзительно свистели, но, завидев приближающихся мальчишек, исчезали. Много лет спустя я вспомнил об этих животных, прочитав в одном стихотворении Ушакова строчку: «Суслик свистит, соловей пустынь,